Здравствуйте, уважаемые друзья, уважаемые трейдеры! В этом видео мы познакомимся с торговой стратегией Форекс, которая называется Инь-Янь. Более подробно с ней можно ознакомиться, как всегда, на нашем сайте strategiefo.ru. Там же можно скачать и шаблон для терминала МТ4. Стратегия предназначена, в принципе, для 15-минутного графика. Сама по себе она мультивалютная, но мы проверяли ее только на паре британский фунт, американский доллар. Для начала нам потребуется установить на график следующие индикаторы. Это индикатор Parabolic SAR, индикатор Envelopes и индикатор AO. Все настройки данных индикаторов описаны у нас на сайте, а также для удобства можете воспользоваться шаблоном, уже готовым для терминала МТ4. Итак, с индикаторами разобрались. Давайте теперь разберемся с примерами для входа в рынок. У нас здесь два варианта входа. Мы назвали их: один разворотный вариант, вариант А, и вариант на продолжение движения, это вариант Б. Итак, давайте разберем покупку по варианту А. Здесь у нас происходит подход к нижней границе индикатора Envelopes. Можем даже выходить ниже, но затем выходим выше, и индикатор Parabolic SAR перескакивает под цену. Именно на этой же свече индикатор АО должен уже быть окрашен в зеленый цвет. Если это происходит, мы заключаем сделку на покупку. Стоп-лосс устанавливается ниже индикатора Parabolic SAR, но не меньше 15 пунктов, а если здесь будет расстояние больше 30 пунктов, то вообще эту сделку не заключаем. Итак, здесь мы заключили сделку. После прохождения 20 пунктов сделка переводится в безубыток, и, как видите, наш take profit 60 пунктов, цена пошла в данном направлении. Теперь давайте посмотрим на пример покупок по варианту Б, то есть на продолжение движения. И вот здесь обратите внимание, у нас индикатор АО полноценно находится выше нулевой отметки. Цена находится между линиями индикатора Envelopes, и мы ожидаем, когда Parabolic SAR у нас, во-первых, окажется под ценой после вот этой небольшой коррекции, и индикатор АО с красного сменит свой цвет на зеленый, то есть завершится эта коррекция. И таким образом здесь заключаем сделку на покупку. Стоп-лосс точно так же под индикатор Parabolic SAR, не больше 30 пунктов, не меньше 15. Опять же, если 30 пунктов, то вообще эту сделку не рассматриваем. После прохождения 20 пунктов переводим сделку в безубыток, а take profit по данному варианту входа составляет 50 пунктов. Важно также понимать, если мы получаем обратный сигнал в отрицательной зоне, в обратном направлении, то эту сделку мы закрываем по рыночной цене и рассматриваем обратный сигнал. В ту же сторону можно торговать только в том случае, если сигнал будет получен на тот момент, когда уже предыдущий сигнал будет переведен в безубыток. Также важно сказать, конечно, что последние 1,5 часа торгового дня мы сигналы вообще не воспринимаем к торговле. И, в принципе, первые минут 30 тоже лучше не рассматривать. Теперь давайте посмотрим и пример для продаж. Здесь у нас, опять же, вариант А сначала идет, то есть разворотный. Как видите, мы подошли к верхней границе уже индикатора Envelopes, отскочили от него. Индикатор Parabolic SAR оказался выше цены. И именно на этой же свече индикатор АО должен находиться выше своей нулевой отметки, и окрашен должен быть свой красный цвет. И еще один важный момент, конечно, мы не должны были достигать противоположной стороны индикатора Envelopes. Как видите, здесь сигнал получен, заключили сделку на продажу и тоже прошли свои 60 пунктов. Также важно сказать, что если, допустим, сигнал был получен очень близко, а это касается именно входа А, от нижней границы индикатора Envelopes, то при подходе к нему и попыток отбоя лучше эту сделку обезопасить и тоже перевестись в безубыток. И давайте сразу посмотрим пример для продаж уже по варианту Б, то есть на продолжении движения. Здесь у нас цена находится между линиями индикатора Envelopes. Parabolic SAR после коррекции перескочил и оказывается выше цены. И на этой свече, как видите, индикатор АО тоже окрашен в красный цвет. Кстати, по данному входу, то есть по второму варианту входа, можно 2 свечи ждать этого сигнала. То есть если бы здесь индикатор АО не был бы еще окрашен в красный цвет, то еще свечку могли бы спокойно ждать. Так вот, заключили здесь сделку на продажу, стоп-лосс здесь у нас, а take profit 50 пунктов. Вот, в принципе, все условия по данной стратегии. Сделок по ней очень и очень много, в день бывает по несколько даже сделок приходится заключать, поэтому стратегия подойдет более или менее активным трейдерам. Ну а с вами, как всегда, был Сергей Гаспарян. Спасибо за внимание, всем успешной торговли, до свидания.